работники света, земные души, звездные души, воплощенные ангелы, земные ангелы, элементали, архитекторы. Кто это? Почему так много категорий душ? Чем они отличаются вообще? Есть ли в этом отличие? Поэтому давайте разбираться в этом видео. Я благодарю вас за подключение во всех бесконечных вариантах времени и пространства. Для тех, кто со мной не знаком, меня зовут Юля, и добро пожаловать на канал Джул Джорн. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его поддержать и дать понять, что именно этот контент, именно такие видео вам сейчас актуально и интересно, я буду снимать их дальше. Итак, приступим. Я знаю, что космические темы — это самые актуальные темы на этом канале, поэтому, чтобы мы продолжали дальше более глубокое погружение в тему происхождения души, то есть рассматривать критерии, характеристики, признаки каждый раз к категории души, нужно понять, чем же они все отличаются, то есть какие отличия в них есть. Это не одно и то же, но есть похожие моменты, и очень важно эти нюансы знать. Первая категория души — это работники света. Кто же они такие? На самом деле это самая объемная категория, потому что в нее могут быть включены и другие категории. Кто такие работники света? Это те души, вставшие на путь света. То есть те души, что я имею в виду на путь света, те души, которые встали на путь своей естественной эволюции духа. То есть эти люди, эти души, они осознанно уже выбирают свой путь, там, не знаю, профессию, просто свой образ жизни подстраивают на благо окружающих, на благо мира, на благо планеты. И они знают, что они больше, чем им кажется. Кто может быть работником света? Работником света могут быть как и звездные души, как и земные души, воплощенные ангелы, земные ангелы, они могут быть архитекторы. По сути, все категории души, ставшие на путь света, на путь своей естественной эволюции, они являются работниками света. Вот работник света — это обобщенно тот человек, та душа, которая трудится на благо Вселенной, на благо мира, на благо людей. Ну, естественно, на благо себя. Про себя тоже не надо забывать. Это те души, которые уже прислушиваются к себе, к своей интуиции. У них хорошо развита способность. То есть, может быть, на данный момент не очень хорошо развиты, но они развиваются. Они уже встали на этот путь, они начинают себя раскрывать. Это могут быть те же самые звездные души, но они впоследствии потом узнают, что они звездные души. Или не обязательно звездные души, просто вот, свое происхождение. Они постепенно начнут узнавать, кто они есть, потому что, повторяю, они встали на свой естественный путь эволюции. И то, что им нужно узнать о себе, они это узнают. Следующая категория душ — это звездные души. Звездные души — это те души, цикл инкарнаций которых начался в других мирах, на других планетах, в других звездных системах, помимо Земли. То есть Земля не их родной дом, не их родная планета, откуда начался цикл инкарнаций. Важно понимать, что не все звездные души могут быть работниками света, потому что есть звездные расы негативной полярности. Ни для кого не секрет, что существует иерархия света и иерархия тьмы. И вот некоторые звездные расы, они находятся в темной иерархии и вполне себе успешно там же и развиваются, но это все равно конечный путь, но это уже другая история, поэтому оставим это на потом. Даже если это плеядианец или там сириусянец, или сирианец, все по-разному это называют, андромедиец, любую общепринятую позитивную расу можно рассматривать, и какой-то процент может быть негативный. Ну, например, есть расы, где не бывает такого, что есть темная иерархия, вот прям, не бывает. Это для них нонсенс, для них этого не существует вообще, они не знают, что такое родиться и жить с состоянием, что ты служишь не свету. У них нет этого. Они не могут этого представить даже. Так вот, и плеядианцы могут быть с негативной поляризацией, орионцы,
серые. Ну, то есть серые — это у них синтетический путь развития, поэтому, чтобы серому прийти на путь света, стать на путь света, ему чуть ли не с самого начала нужно себя перепрошивать. Это отдельная категория души, вот если рассматривать каждую расу. То есть, ну, сейчас мы рассматриваем это в контексте просто звездные души. Следующая категория душ — это земные души. Я в своих видео пока что говорила только о звездных расах и мало когда упоминала земные души. Но земные души — это невероятные, это чудесные, такие, по сути, такие же звездные души, просто в контексте Вселенной. То есть как, что я хочу сказать? Вот мы имеем определенный источник, из которого выходят души, то есть, ну, условно, рождаются души. И вот одна отправляется на Плеяды, другая на Сириус, другая вообще с Андромеды, а потом третья земная. То есть с точки зрения источника, с точки зрения Вселенной, мы все, где бы ни находились, мы все звездные души. То есть даже если мы сейчас перенесемся на Венеру, и мы такие типа там венесуанцы, как на английском это говорится. Допустим, если ты житель Венеры, и ты спрашиваешь типа: «О, а ты откуда? Какое у тебя происхождение души?» «А, я землянин». «А, так ты звездная душа». То есть с точки зрения Венеры, земляне — это также звездные души, это также пришельцы. Поэтому здесь все относительно. Земляне — это не расходный материал, как сейчас многие преподносят эту информацию. Сейчас популярны такие термины, как боты, биороботы. В целом, это так и есть, что на нашей Земле, в нашем мире параллельно, да, с более высокоразвитыми душами, существуют более маленькие, те, которые только пришли, только вот начался у них этот цикл эволюции, и ими очень легко управлять. И их называется как бы вот программа, то есть люди-программы. Но рано или поздно какая-то программа все равно развивается. Здесь огромный философский такой пласт. На этом этапе видео можно развернуть. Но возвращаемся. Земные души. Это те души, цикл инкарнаций которых начинается с Земли. Земная душа также может пройти эволюцию и встать на четвертую касту. Четвертая каста — это каста магов. Те, которыми являются, по сути, звездные души, которые уже априори сюда прилетели на Землю. Есть такое понятие, как космическая магия и земная магия. Космическая магия — это все, что связано с высокими вибрациями, это синхронизация со Вселенной, это высшее Я, это, понимаете, это питание по вертикали, когда человек получает энергию именно вертикальным способом. Земная магия, она предполагает горизонтальное питание. То есть вот все, что лежит на поверхности Земли, все, что вот доступно, что можно взять, то является ресурсом. Это могут быть родовая магия, то есть связанная вот с родом, то есть все ритуалы, предполагающие кровь, погосты, кладбища, даже вот, ну, связанное даже вот с низким астралом. То есть что-то вот такое вот земное, чисто вот материальное, какое-то вот. Им вот кажется, что вот эти все ваши темы про высшее Я, про Вселенную, господи, какой-то бред. Они думают: да что вообще несет? Моя задача сейчас вот рассказать про земные души вкратце, что они также имеют шанс на эволюцию, у них, в принципе, эта эволюция происходит, они могут эволюционировать до расширения своего сознания. И дальше, когда они закончат цикл инкарнации здесь на Земле, они пойдут воплощаться уже в другие миры. То есть просто вот как, например, звездные души, у них цикл инкарнации, например, на Плеядах начался, и вот они закончили цикл на Плеядах, они пошли на Сириус, там на Ментаку, потом уже пришла на Землю и начала свой цикл отрабатывать на Земле. Ну, отрабатывать, может быть, неправильное слово,
но нарабатывать опыт. То, что сюда пришла звездная душа, это не означает, что ее наказали, что она пришла вот сюда как в тюрьму, что она вот просто все ее зажали в этой матрице, она дышать не может, господи, все тут такие плохие, какие-то дурацкие правила, какие-то деньги придумали, какое-то правительство, там еще теневое какое-то правительство. В общем, есть блогеры, ну, которые также рассказывают о вот этой вот теме, о звездной цивилизации, происхождении души. Они это рассказывают, что вот вообще жизнь на Земле это типа сплошной ад, что это просто какое-то самое жуткое темное место. Ну, значит, я могу предположить, сценариев развития души и вообще сценарий жизни может быть множество. Я просто могу предположить, что те звездные души, действительно звездные души, которые пришли сюда и которые считают, что это наказание, что это ад, что тут просто невозможно жить, они только прилетели сюда. Ну, то есть они еще не поняли, что как работает, что делать, и что это просто первая реакция — это офигевать от жизни. Вот. Как бы вспомнить себя-то они вспомнили, а вот разобраться досконально в системе мира еще как бы не разобрались. Поэтому говорят о том, что вот тут так плохо, поскорее бы отсюда уехать, улететь, снова домой, в свои светлые вибрации. Ну, как бы вся вот эта тема. А те звездные души, которые более высокого плана и которые уже достаточно долго инкарнировались на Земле, они понимают, что да камон, ребят, вообще классная планета, это классный мир, здесь столько ресурсов, здесь столько света, здесь вот просто вот Земля на самом деле как чистый лист, это еще очень молодая планета, ее можно модернизировать, ее можно улучшать, и мы как раз здесь для этого и существуем, как бы. Кто-то вот, сейчас я немного ухожу от темы, но хочется сказать, кто-то считает, что вот к нам прилетят инопланетяне на голубом вертолете и спасут. А ничего, что уже эти инопланетяне здесь, и это вы, ну, по крайней мере, большая часть тех, кто смотрит это видео. Супергерои — это уже вы. Это уже вы. Не кто-то извне, не кто-то. Иначе бы не было смысла в этой игре. Вы уже являетесь этими супергероями. Вы уже те, которые можете изменить этот мир. Нужно просто это делать, а не просто ждать маны небесной. Моя задача в контексте земных душ сказать именно то, что это не расходный материал, это не отсталые души, это те души, которые изначально начали инкарнировать здесь, на этой планете, и которые будут эволюционировать, то есть по своим ступеням, в своем темпе, и также уйдут инкарнироваться в другие места, на другие планеты. То есть это не конечный мир, то есть на Земле ничего не заканчивается. Это одна из множеств планет, на которой есть жизнь. И у каждой планеты свои правила. Также есть планеты системные, с еще большей системой, чем на Земле. Если вы там побудете, поверьте, Земля для вас будет просто раем. Таким вот, что вот будете молиться на Землю, поскорее бы на Земле воплотиться, а не там. Вот как бывает еще. И земные души в том числе придут к тому осознанию, то есть уже на высокой своей ступени эволюции, они придут к тому, что вот космическая магия, космические энергии, и они подключатся к этому. То есть у них будет не одна только подключка, да, земная, но также и верхняя подключка, нисходящий канал. То есть у нас восходящий канал, нисходящий канал. И они также начнут, по сути, делать то, что делали изначально звездные души. Просто для них это родное, для них это все понятно.
вот эта связь со своим высшим я, связь со своей звездной системой, с семьей. К этому также придут и земные души. Различие просто в темпе, потому что Земля — это очень молодая планета, и просто, ну вот как чистый лист, как чистый лист. И просто вот творить и творить, но смотря что творить, конечно, это зависит уже от нас. Так, надеюсь, что с землянами мы разобрались. Если вам интересно более подробно о земных душах, то пишите в комментариях, я сниму отдельное видео на эту тему. Следующая категория душ — это воплощенные ангелы. Недавно я снимала видео по признакам воплощенных ангелов. Если вкратце, воплощенные ангелы — это те души, находящиеся в ангельской иерархии. То есть эти души редко когда воплощались в тело. В основном они были духовными проводниками, духовными наставниками других звездных душ, в других более развитых мирах, галактиках, системах, и в том числе также и на Земле. То есть в основном они выполняли роль ангела-хранителя, наставников других воплощенных душ. Когда вот я снимала это видео, я рассказывала, что существуют гибриды воплощенных ангелов с определенной звездной расой. Что это значит? Это значит, что изначально это душа ангельского порядка, ангельской иерархии, решившая начать свой путь инкарнации на какой-либо планете, в какой-либо звездной системе. И в основном, то есть у ангелов чрезвычайно высокие вибрации, чрезвычайно это большие, светлые, светоносные сути огромного размера, которые не могут просто себя вот в один момент сжать и сразу воплотиться на Земле. Это невозможно. Для того, чтобы воплощенному ангелу воплотиться на Земле, нужно пройти череду инкарнаций в других мирах и спускаться от самых легких к самым плотным. И потом уже прийти на Землю. Гибрид, да, то есть ангельская душа, которая наработала еще очень много качеств определенных рас. Но также может быть, это, конечно, я бы даже сказала, больше редкость, чтобы воплощенный ангел сразу вот из ангельской сути, из высших миров воплотился в человеческое тело. Например, очень долго воплощенному ангелу придется быть именно ангелом земной души, строиться именно вот наблюдать за земной жизнью очень-очень долгое время в качестве ангела, то есть какого-то человека. Я могу повторяться, но я пытаюсь выразить свои картинки, свои вот эти вот системы у меня в голове в слова. Но в основном очень-очень это популярно среди воплощенных ангелов. Если это воплощенный ангел, уже найти в ДНК этого воплощенного ангела геном Андромеды, Плеяд, Сириуса, Ментаки, потому что эти миры, они с одной стороны очень высокие, а с другой стороны они очень мягко, очень плавно подготавливают к более плотной материи. Так вот, я еще не закончила ту свою мысль, что вот если воплощенный ангел не до Земли, не воплощался нигде, ни в каких мирах, они очень долго являются духовными наставниками, ангелами каких-то земных душ, либо целый род взять, да, под свою опеку, долго-долго их вести, и потом также могут в этом роду и воплотиться. Не обязательно в этом же роду, но просто сценариев каждой души множество, их масса, их невозможно все просчитать. Это нужно смотреть каждого человека отдельно, его опыт души, опыт инкарнаций. Это объемная работа, но поверьте, она стоит того. Следующая категория души — это уже земные ангелы. Итак, собираем то, что мы уже знаем от воплощенных ангелов. Земные ангелы
Тут уже немного посложнее. Как один из сценариев может быть, что воплощенный ангел как бы переквалифицировался в земного ангела, в том плане, что он покровительствовал, то есть в своем ангельском обличии покровительствовал именно земной системе, земным душам, и выбрал инкарнироваться уже по земной эволюции. То есть изначально это могла быть ангельская суть, то есть из ангельской иерархии, просто которая очень сильно, ну, просто говоря, влюбившаяся в землю и посвятившись всю свою жизнь земле. Ну, дальше, как проходит эволюция, то есть проходит цикл инкарнации, выходит в другие миры. Земные ангелы, в основном это земные души. Просто может быть обычная земная душа, которая начала свой путь инкарнации на земле. Это земная душа, пришедшая на свою высшую ступеньку, да, вот, к 4-й касте, скажем так, в касту магов. И она уже начинает себя раскрывать, у нее уже есть способность, у нее уже есть интуиция, она уже хочет там свое предназначение знать, ей хочется что-то больше, это мы про земные души говорим. И она понимает, что хочет служить Земле, что она хочет что-то делать полезное для планеты, как и в материальном смысле, то есть что-то вот сажать, там копать, выращивать какие-то экологически чистые продукты. Это также может быть, то есть как служить Земле на более высшем уровне. То есть эта земная душа, она также посвящается в ангельский канал, то есть к ней уже в ее семью света подгружаются уже высшие ангелы, будем так говорить, чтобы не запутаться. И эта земная душа становится земным ангелом, у нее открывается ангельский канал, и она уже служит Земле на космическом уровне. То есть это также может быть духовный учитель, это может быть целитель. То есть земные души — это не только вот в земле копаться, не думайте, вот мне прям хочется здесь сделать на этом акцент. Опять же, сценарии души, они абсолютно разные, и каждая душа выбирает свой. Просто вот говорю, что может быть и что чаще всего случается. Хотя в этом видео невозможно все. Представляете, вот сколько земных ангелов на Земле, и вот мне сейчас рассказать их сценарий, это просто нереально уместить в этом видео. Мне просто очень жарко. Надеюсь, вы не против, что я включила вентилятор, немного поработает. Так, земные ангелы. В целом, вот самый популярный сценарий — это когда вот земная душа эволюционирует, она растет здесь, в плоскости Земли, достигает высокого уровня развития здесь на Земле, она становится, то есть понимает, что ее предназначение служить Земле, она хочет делать хорошо людям, там, животным, помогать, вот именно вот служение. И тем самым посвящается в ангельский канал. И затем, после того, как она заканчивает инкарнационный цикл здесь на Земле, она может попасть в ангельскую иерархию, уже отработав здесь на Земле. То есть земная душа может выйти в иерархию ангелов. Такое тоже возможно. Следующая категория душ — это элементали. Про элементали я еще не рассказывала очень подробно, у меня нет отдельного видео пока что, но если есть такой запрос, то я обязательно его сделаю. Элементали. Что это за души? Это воплощенные гномы, русалки, феи, нимфы, дриады, кто там еще есть, да множество, в общем, водяные вот всякие духи. В основном это духи природы, то есть элементали, от слова элементы. Какие у нас есть элементы? Не путайте, пожалуйста, со стихиями, потому что элементы стихии — это разные вещи. Стихии 4, а элементов 5, как минимум 5, а то и больше. И вот у каждого элемента как бы есть свои покровители, свои духи. И этих духов называют элементали. А вот к элементалям еще саламандры относятся, они вот к стихии огня относятся. Вообще их множество, то есть это огромный мир. Сейчас они как бы существуют параллельно нашему миру, то есть в нашей... Ой, боже, это еще одна тема, которая встраивается в пласт этой темы. То есть как устроена Земля.
вкратце, как это вижу, я сейчас не буду объяснять, как устроена Земля, но вот в контексте, чтобы понимать, кто такие элементали, нужно кое-что сказать. Наша Земля, вернее, тот пласт реальности, в котором мы находимся, то есть это как матрешка. Мы живем в матрешке. Всем здрасте. На этом можно заканчивать видео. Что я имею в виду? Просто чтобы вы понимали, что вот есть сфера реальности, то есть пласт реальности, который находится в другом пласте реальности, который находится еще в третьем пласте реальности. И то есть эти сферы, они крутятся не в одном направлении, вот как шарики, да, вот, допустим, вот одна сфера, другая сфера, и они вот так вот крутятся. Нет, они, как это сделать? Вот так вот крутятся. Только их очень много, и они все в разном темпе, в разные стороны крутятся. Это объясняет то, что время течет по-разному в каждом слое реальности. И есть определенные порталы, места-порталы, через которые могут проходить элементали сюда, в наш мир, и из нашего мира, как можно прийти в другой параллельный мир. Так, у меня просто подгружается еще что-то. Изначально не было вот этой вот разделенности, что вот есть мир элементалей, где живут вот эльфы, вот все вот эти вот нимфы, да, красивые русалки, человекоподобные существа. То есть они не разделялись с человеческим миром, но в какой-то момент произошел разлом, и мы имеем то, что имеем. В том числе элементали могут быть звездными душами, работниками света, но не всегда работники света, потому что некоторые элементали, они еще те пакостники. В каждом мире действует закон свободы воли, поэтому этот закон как бы никто не отменяет. Также элементали могут создавать маги, как и земные маги, так и космические маги, то есть звездные души. Это, скажем, такие вот астральные питомцы. Смотря какой элементаль, например, саламандру, в принципе, можно, да, назвать питомцем. Например, русалку вряд ли вы назовете питомцем. Это уже больше будет как духовный наставник. В принципе, кто-то считает, что русалка может быть тотемом. Все чрезвычайно индивидуально. И давайте еще разберем такую категорию душ, как архитекторы реальности. Это, конечно, огромный пласт. Вообще на них очень нужно так тщательно настраиваться, потому что непростые сути, очень сложные и трудноуловимые именно по сознанию. Они могут быть звездными душами, то есть в итоге потом, но опять же сценарий развития архитекторов еще больше, чем у обычной души. Итак, что важно понимать про архитекторов? Архитекторы — это души без дома. Они создают дома, они создают миры для других. Это проектировщики мира, они заселяют, то есть они создают миры, они создают планеты, они помещают, условно, размещают все вот по местам, все как должно быть по определенным правилам, чтобы работало там магнитное поле, там какие-то еще озоновые слои, я конкретно про Землю, да, говорю, чтобы вот была вот такая фауна, чтобы была вот такая флора. То есть это те сути, те души, даже их можно назвать душами, но в основном это сути. Душа чуть меньше сути по значению, по величине, поэтому я, бывает, говорю, когда души, когда сути. Эти сути, архитекторы, они существуют вне времени и вне пространства. Они везде и нигде. То есть они создаются либо проектирование, создание, либо потом где-то там починить, да, что-то вот внедрить новое. И они как бы то существуют, то не существуют. Они как бы вот они есть и их нет. Поэтому они очень трудно уловимы, чтобы выйти с ними на контакт. Это... Ой. Мне будет очень интересно это сделать. Очень. И когда, вот если, например, их создали под какой-то проект,
этих архитекторов. Вот они создали этот проект, как бы все круто работает. По сути, они выполнили свою работу, они выполнили свою миссию, и они могут возвратиться обратно в источник. Либо это уже от них зависит, какой сценарий, то есть как они хотят дальше жить, хотят ли они познавать себя в роли человека или в роли какого-то гуманоида, то есть на другой планете. Они могут продолжить свой инкарнационный путь как обычные души, ну, условно, да, как просто души, которые эволюционируют, то есть проходят свой путь, чтобы обратно прийти к источнику, к Богу, там, Вселенную, все по-разному это называют. Есть выбор. И вот какие-то архитекторы могут воплощаться на Земле, но это очень крайне редко, крайне редко. Дальше я не буду подробно рассказывать о них, нужно отдельное видео снимать. Поэтому также, если у вас есть запросы на видео об архитекторах реальности или программистах реальности, то welcome в комментарии. Так, все, вроде уже можно выключать вентилятор. Сразу так тихо, как будто стало. Хочется это видео подытожить таким тезисом, что неважно, какое у вас происхождение души, кем вы являетесь, у вас всегда есть потенциал расти духовно, вибрационно, вот идти по вот этому эволюционному развитию именно своего духа и выйти на тот уровень, который вы хотите, инкарнировать в тех местах, где вы хотите, забрать то, что нужно для вашей души, для опыта вашей души. Поэтому не привязывайтесь вот конкретно к своему происхождению души, потому что опыт каждой души, он уникален. Вы можете быть звездной душой там с Плеяд, то есть начать свой путь с Плеяд, но, например, больше всего жизни у вас на Земле, вы больше, душа лежит к Земле. Или там с Андромеды, но больше инкарнаций было на Плеядах. Ну, то есть миллиарды вариаций пути эволюции души, вашего индивидуального пути. Моя задача показать вам ваш потенциал, показать, что вы уже прошли, что вы уже наработали, что вы уже имеете. И показать горизонты, то есть и что за горизонтом, за вашим горизонтом. Для вашего расширения, для вашей эволюции. Я здесь для этого. Я записываю все эти видео именно для этого. Не для того, чтобы показать, что есть души, которые там превозносятся, а есть души, которые там наоборот как-то не ценятся. Такого нет. И у меня такого намерения тоже нет. Неважно, какое ваше происхождение, какой ваш уже был опыт, вы можете выбрать ту траекторию, которую вы считаете наивысшей для себя, исследовать свои наивысшие линии. По сути, это предназначение каждой души — следовать своей наивысшей линии. И неважно, какая это душа. Надеюсь, что это видео вам понравилось и информация была полезна. Если да, то не забудьте подписаться на канал, поддержать лайком, репостом. Также по личным вопросам обращайтесь ко мне в личные сообщения, записывайтесь на консультацию, и будем уже вместе работать. И на этом у меня все. Благодарю за просмотр, за вашу активность, за ваш отклик. И увидимся в следующем видео.